Каждый, кто когда-либо отдыхал на Бали, знает, что несмотря на невероятную красоту природы, в этом месте существует серьезная проблема – огромное количество бездомных собак. Увы, власти на данный момент никак не решают эту проблему, и жители Бали по мере возможности пытаются как-то решать этот вопрос самостоятельно. Многие решают забирать себе по одной-две собаки с улицы. И также произошло и с Рика, он тоже забрал себе домой собаку. Но особенность этой истории в том, что на тот момент собака была настолько истощенной и больной, что было трудно сказать не только, как она будет выглядеть, когда выздоровеет, а и вообще предугадать, сможет ли она остаться в живых или нет. 26-летний Рика Сугиарта, Рица Сайгиарта, нашел своего питомца на улицах Денпасар. Собака выглядела ужасно, это был просто скелет, обтянутый кожей, про которого большинство проходящих мимо людей говорили, он не жилец. Шерсти на собаке почти не было, вся кожа была в проплешинах, ранах и кишела насекомыми. Собака была настолько тощей, что можно было увидеть сквозь кожу не только все ребра, но даже очертания внутренних органов. Я не знаю, что такого особенного было в ней, признается позже Рика. Это просто чувство в моем сердце. Я нашел ее по пути домой, она лежала прямо посреди улицы. Рика осторожно поднял эту доходягу и принес ее домой. Вымыл, дал попить и отнес в ветклинику. Ветеринары оказали бедняге первую помощь, подсказали, как можно увеличить шансы собаки на выживание и дали советы по кормлению такого истощенного животного. У Рика уже было дома 4 собаки, так что он знал, как именно нужно ухаживать за ними, однако с животными в таком плохом состоянии он раньше не сталкивался. Собака требовала очень много времени и усилий, и Рика решил дать ей второй шанс. Мало-помалу собака начала набирать вес. В начале новой питомицы Рика было трудно даже стоять на ногах, а уже через месяц она смогла самостоятельно передвигаться. На коже собаки стала понемногу появляться новая шерсть. Рика назвал свою собаку Хоуп, Надежда. Со временем стало совершенно ясно, что Хоуп не просто дворовая собака, это породистая хаски. Конечно, в том скелете, который она представляла собой в начале встречи с Рика, было трудно понять, что за порода у новой питомицы, но сейчас, 10 месяцев спустя после чудесного спасения Хоуп, собака выглядит здоровой и жизнерадостной, так что даже трудно поверить, что когда-то эта красивая собака была близка к смерти. Она очень любит, когда ее гладят, и еще больше, когда кормят ее печеньем, рассказывает Рика. Она настолько общительная, что, признаться, это меня немного пугает, здесь на острове так много нечестных людей. Но пока Хоуп живет с Рика, она в безопасности, и главное, здесь ее любят и заботятся о ней, так что больше ей не придется выживать на улице.